10 июля в Баку Керейм Бюрсин наклонился и провел рукой по золотой звезде, на которой выгравировано его имя. Вокруг – камеры, охрана, сотни поклонников, международный вечер бокса. Со стороны – абсолютная вершина. А теперь другая сцена, всего несколькими днями раньше. Тот же человек, микрофон, простой вопрос журналиста: «Боитесь ли вы стареть?» И ответ, которого никто не ждал от звезды красных дорожек: «Я, наверное, буду пожилым мужчиной на маленьком острове. Буду рыбачить и жить спокойно». Звезда на набережной и удочка на острове. Между этими двумя картинками помещается вся история, которую мы сегодня разберем. И поверьте, она интереснее, чем кажется. Потому что пока одни обсуждают церемонию в Баку, в карьере Керейма происходят вещи куда серьезнее. Его имя обсуждают в компании семьи Сталлоне, его зовет в свой фильм самый титулованный режиссер Турции, а сценаристка, придумавшая Серкана Балата, пишет для него новую историю. Обо всем по порядку. А ближе к финалу вы поймете, почему мечта об острове – это не усталость от профессии, а, возможно, самое точное объяснение того, почему Керейму до сих пор верят зрители в 90 странах. 10 июля 2026 года на территории курорта Сибриезы под Баку официально открыли именную звезду Керейма Бюрсена. Организаторы назвали его одним из самых узнаваемых современных актеров Турции и отдельно напомнили о международном успехе «Постучись в мою дверь», «В ожидании солнца» и «Дело о чести». Керейм присутствовал лично, общался с публикой, фотографировался, а вечером стал специальным гостем международного боксерского вечера IBA Champions Night. Все это, подтвержденные факты, событие освещала официальная страница комплекса. И здесь я сразу уберу красивое, но неверное преувеличение, которое гуляет по фанатским пабликам. Это не голливудская аллея славы. Это Сибриезы Walk of Fame, азербайджанская аллея для известных представителей культуры и искусства. Разница принципиальная, и я называю ее сознательно. Зритель с опытом мгновенно чувствует, когда награду искусственно надувают, и перестает верить всему остальному. Но вот что делает событие по-настоящему любопытным. По данным организаторов, на этой же аллее отмечены Уилл Смит, Рики Мартин, Николь Шерзингер, Дэвид Фостер. То есть пространство, куда собирают имена мировой музыки и кино. И туда впервые вписали турецкого актера, чья сила не в одном кассовом фильме, а в редком умении турецкого сериала путешествовать по миру вместе с его лицом. Задумайтесь, чтобы попасть в такую компанию, Уиллу Смиту понадобился Голливуд. Керейму – турецкая романтическая комедия. Это не шутка, это новая география славы, и Керейм – одно из ее главных доказательств. Мне нравится и символика маршрута. Родился в Стамбуле. Рос в 6 странах. Начинал в Лос-Анджелесе. Прославился в Турции. А персональную звезду получил на берегу Каспия. В этой биографии нет ни одной прямой линии, и именно поэтому она держит внимание. Но за какую карьеру его наградили на самом деле? За Серкана Балата. За международную популярность. Ответ станет ясен, только если посмотреть, что происходило за несколько недель до Баку. А происходил Милан, и одна деталь, которую почти все репортажи упустили. 20 июня Керейм сидел на мужском показе Dolce & Gabbana в Милане. Рядом футболист Роберт Левандовский, участник корейской группы TXT Subin, актер Микеле Марони. Компания, за которой следит мировая пресса. Скажу честно, само по себе кресло на модном показе ничего не доказывает. Бренды зовут известных гостей ради фотографий и охвата. Но регулярность таких приглашений – уже другое дело. Она означает, что Керейм стал образом, который работает без перевода. Зрителю в Дубае, Мадриде или Мехико не нужно вспоминать название его последнего проекта, чтобы узнать это лицо. Теперь про Мандборнг и про то, как рождаются фальшивые сенсации. Летом 2026-го по соцсетям снова разлетелось.
Кирейма объявили новым лицом бренда. Проверяем. Назначение региональным амбассадором Мандборнг по Ближнему Востоку, Индии, Африке и Турции состоялось еще в июне 2025 года. Свежие, только новые кампании и съемки, в том числе материалы весенне-летней коллекции 2026 года. Контракт продолжается, а не начинается. Почему я на этом задерживаюсь? Потому что продолжающийся контракт – новость лучше, чем новый. Бренды легко подписывают звезд на волне хайпа и тихо расстаются, когда волна уходит. А Мандборнг остается с Киреймом второй год. Причем сам бренд объясняет выбор не сериалами, а его любовью к письму. Кирейм действительно пишет, и однажды это стало сценарием целого фильма. Запомните эту деталь, она выстрелит в 7-м блоке. В Милане он выглядит человеком, которому комфортно, улыбается, свободно отвечает на английском, не производит впечатления актера, впервые выпущенного за границу привычной среды. И эта свобода появилась задолго до «Постучись в мою дверь». Она родом из детства, в котором дом постоянно менял адрес. Но сначала то самое интервью. Несколько дней после Милана простой вопрос о возрасте и ответ, который турецкая и испанская пресса цитировала неделю. Он полностью меняет привычный образ человека, который якобы всю жизнь бежит к следующему мировому уровню. Кирейма спросили, боится ли он стареть. Он ответил без кокетства и без трагедии. А потом описал будущее: пожилой мужчина на небольшом острове, рыбалка, тишина, спокойная жизнь. Журналист уточнил: а дети, внуки? И вот здесь момент, ради которого стоит пересмотреть это интервью. Кирейм не стал рисовать готовую семейную открытку. Сказал осторожно, не знает, но надеется, если повезет. В этих 3 фразах больше личного, чем в сотне вопросов о романах. Ни имени предполагаемой невесты, ни даты свадьбы, ни обещания уйти из кино. Только представление о счастье, в котором почти нет публичности. Зрителю с жизненным опытом такой образ особенно понятен. В молодости успех измеряется движением: больше ролей, больше стран, больше внимания. Позже ценности переворачиваются. Возможность проснуться утром и никому ничего не доказывать иногда оказывается роскошнее любой красной дорожки. Скажу от себя, я не услышал в этих словах ни усталости, ни намерения исчезнуть. Я услышал границу. Актер может любить площадку, международные проекты и внимание залов, но не обязан мечтать о камерах до последнего дня. Это разные вещи, и Кирейм, кажется, понял это раньше многих коллег. А теперь наложите этот остров на его биографию. Человек, который рос между Шотландией, Индонезией, Малайзией, Эмиратами, Турцией и Америкой, мечтает однажды выбрать одно тихое место и больше не переезжать. Это не романтическая картинка для интервью. Это, возможно, самое честное желание человека, у которого никогда не было одного дома. И вот здесь начинается настоящая история. Потому что без этого детства невозможно понять ни Баку, ни Милан, ни его провалившуюся, да, именно провалившуюся, первую попытку взять Голливуд. Кирейм родился в Стамбуле, но его детство невозможно привязать к одному городу. Из-за работы отца семья переезжала из страны в страну. Разные языки, разные школы, разные представления о том, что такое нормальная жизнь. В 12 лет он оказался в Соединенных Штатах и продолжил учебу в Техасе. Со стороны постоянные переезды выглядят приключением. Изнутри это каждый раз новая школа, новое окружение и необходимость заново объяснять, кто ты. Зато вырабатывается навык, который потом не купишь ни за какие деньги, умение быстро читать людей и встраиваться в незнакомую среду. Не ради притворства, ради выживания. В американской школе Кирейм пришел в театр. Позже Эмерсон колледж в Бостоне, коммуникации и маркетинг. Обратите внимание, не актерский факультет. Но сцена постепенно перестала быть увлечением.
театр дал ему то, чего не давали переезды – место, где смена личности не проблема, а профессия. Биографии знаменитостей любят превращать ранний интерес в знак судьбы. Подросток вышел на сцену и сразу понял свой путь. Реальность грязнее и медленнее. После учебы никакого готового маршрута не было. Лос-Анджелес, прослушивание, подработки. И неожиданное открытие, международное происхождение, которое сегодня выглядит его козырем, тогда работало против него. Слишком турецкий для американских ролей. Слишком американский для турецких. Диплом по коммуникациям, кстати, не остался мертвой строчкой. Киреем отлично понимает, что современный актер разговаривает с миром не только через роль. Интервью, язык тела на церемонии, выбор общественной кампании, даже решение промолчать – все это часть образа. Не думаю, что каждая его улыбка просчитана. Но цену неверной формулировки он знает точно и почти никогда не обещает того, чего не сможет выполнить. В мире, где звезды регулярно тонут в собственных заявлениях, это профессиональное качество, а не мелочь. Эта часть – ключ ко всему сегодняшнему Киреему. Он не турецкий актер, которого научили быть международным после успеха одного сериала. Международность была его обычной жизнью задолго до профессии. Турецкая слава пришла позже. Следующий блок – не сказка о покоренном Голливуде. Там будут акулы, осьминоги, я не оговорился, долгое ожидание и решение вернуться в страну, где его никто не ждал. Досмотрите, именно американская неудача подготовила турецкий взрыв. В Лос-Анджелесе Киреем оказался рядом с миром, который издалека кажется фабрикой мечты, а изнутри состоит из тысяч людей, ждущих одного короткого звонка. Независимое кино, короткометражки и проекты Роджера Кормана, легендарного продюсера быстрого и дешевого кино. Да, в фильмографии Киреема есть фильм с названием «Акула-осьминог». Можете улыбнуться, он и сам улыбается. В интервью в Variety Киреем вспоминал начало у Кормана без тени высокомерия. И мне это нравится больше, чем любая отретушированная биография. Можно стесняться ранней фантастики и делать вид, что карьера началась позже. А можно признать, именно там ты научился приходить вовремя, быстро понимать задачу и работать с тем, что есть. Маленькая площадка, жестокий учитель. Там негде спрятаться за статусом. Зато привычки, полученные там, потом определяют, захотят ли с тобой работать снова, когда вокруг появится большая команда. Голливуд центральную дверь не открыл. Киреем вернулся в Турцию, и там тоже никто не выдал ему гарантий. Перелом случился с сериалом «В ожидании солнца». Его герой Киреем Сайер сделал молодого актера узнаваемым и показал, что американская школа не мешает существовать внутри турецкой телевизионной драмы. Дальше, дело чести, этот город последует за тобой. Награда Seoul International Drama Awards, кино. Остановимся на Сеуле на секунду. Это был ранний сигнал, который тогда мало кто расшифровал. Работа Киреема уже получала признание за пределами Турции за годы до мирового успеха. Баку в этом смысле не первый международный знак. Он – продолжение длинной последовательности, начавшейся задолго до Серкана Балата. Главная ошибка в разговорах о Кирееме – представлять, будто он однажды решил выйти на мировой рынок. Он всегда жил между рынками. Просто успех пришел не там, где он его сначала искал. А пришел он летом 2020-го, в проекте, который изменил масштаб его жизни и одновременно надел на него золотую клетку, из которой он выбирается до сих пор. «Постучись в мою дверь» вышел, когда мир жил в странном замедлении. Люди сидели по домам и искали истории, дающие легкость, красивые пространства и эмоциональное тепло. Серкан Балат и Эда Йылдыз попали в этот запрос почти идеально. Он – собранный, холодный, застегнутый на все пуговицы архитектор. Она – девушка, которая рушит его выстроенный порядок. Киреем и Ханде Эрчел создали пару, за которой следили далеко за пределами Турции,
По данным, которые приводят организаторы бакинской церемонии, сериал показывали более чем в 90 странах. Успех нельзя объяснить только красивой парой. Сработали темп, юмор, музыка, солнечная картинка и главный конфликт между контролем и живым чувством. Международный зритель может не считывать турецкие социальные детали, но эмоциональную конструкцию понимает мгновенно. Один строит стены, другая заставляет его жить. Этот язык работает и в Стамбуле, и в Мадриде, и в Буэнос-Айресе. Киреем оказался идеальным проводником такой истории. Его манера достаточно сдержана для зрителя западных сериалов, и при этом он умеет существовать в эмоциональном ритме турецкой драмы. Возможно, именно этот сплав сделал Серкана понятным людям, которые до этого не видели ни одного турецкого проекта. Реальный роман Киреема и Ханде умножил внимание, зрители получили продолжение любимой истории за кадром. После расставания сериал не исчез из памяти, наоборот, каждая новость о каждом из них еще годами сравнивалась с той парой. И вот здесь захлопывается ловушка большого успеха. Для миллионов Киреем навсегда Серкан Балат, строгий костюм, сдержанность, мужчина, которого любовь медленно оттаивает. Повторить Серкана, быстро получить внимание и также быстро стать собственной копией. Резко сменить жанр, рискнуть аудиторией, которая пришла за романтикой. Классическая вилка, на которой сломались десятки карьер. Киреем выбрал третий путь, самый медленный и самый рискованный – перестать зависеть от чужих приглашений. Он начал продюсировать и писать сам. Помните деталь из второго блока «Мандборнг и любовь к письму»? Вот где она выстреливает. Сначала «Голубая пещера». Фильм о Джеме, морском офицере, который отправляется к месту, дорогому его любимой Аларе, и внешнее путешествие постепенно становится внутренним, к памяти, потерям и разговору с тем, кого больше нет рядом. Prime Video представил картину как романтическую драму, и для Киреема это была не просто главная роль, он участвовал в сценарии и продюсировании. Впервые он отвечал за историю целиком, включая право на ее провал. Продюсер лишается любимой защиты актеров. Это не я, это сценарий плохой. Зато получает право выбирать не костюм героя, а смысл истории. Теперь честно о телевидении. Сериал «Чарпнт», где Киреем играл Араса Алкана, завершился в декабре 2025 на 13-м эпизоде, раньше, чем рассчитывали создатели. Объяснять ранний финал одной фамилии нечестно. Телевизионный результат складывается из сценария, конкуренции, эфирного дня. Но факт есть факт, и я его не прячу. Почему не прячу? Потому что на фоне этой неудачи то, что происходит сейчас, выглядит еще убедительнее. Смотрите, что собралось в его расписании к лету 2026. Первое. Турецкая пресса сообщила, что Киреем появится с неожиданной ролью в новом фильме Нури Билге Джейлана «Йоргун Геонс. Усталое солнце». Если вы не следите за авторским кино, объясню масштаб. Джейлан, обладатель «Золотой пальмовой ветви», Канн, самый титулованный режиссер в истории турецкого кино. Для актера из романтических сериалов попасть в его фильм, как для эстрадного певца спеть в «Лыскала». Это заявка не на популярность. Это заявка на другую весовую категорию. Второе. Фильм «Сизгинин Снда» – спортивная драма о волейболе, где партнершей Киреема станет Алина Босс, а героев зовут Левент и Элла. Проект готовится для цифровой платформы. И вот деталь, которую я считаю самой красивой в этой новости. Сценарий пишет Айши Юнар Кутлу, автор «Постучись в мою дверь». Женщина, придумавшая Серкана Балата, теперь пишет для Киреема совершенно другого героя. Если кто-то и знает, как вывести актера из тени его самой знаменитой роли, то именно тот, кто эту тень создал. Третье. По сообщениям турецких журналистов, Киреем ведет переговоры о главной роли и сопродюсерстве в турецкой адаптации знаменитого японского сериала «Ля Грин де Мейзон Такё» истории о шефе, одержимом мишленовской звездой. Подчеркиваю, переговоры, не подписанный контракт.
И четвертое – история, которая началась как фанатская мечта, а превратилась в деловую переписку. Американская писательница Эбби Хименес еще несколько лет назад признавалась, что списала Джейкоба, героя своего романа «Yours Truly» с Кирейма. А в феврале этого года турецкая и международная пресса сообщила, Billboard Productions, компания, которой руководит София Сталлоне, дочь того самого Сильвестра, связалась с американским агентством Кирейма по поводу роли Джейкоба в экранизации. Официального утверждения на роль нет, и я не буду продавать вам переговоры как контракт. Но вдумайтесь в саму траекторию. 15 лет назад он не мог пробиться на прослушивание в Лос-Анджелесе, сегодня Голливуд сам пишет его агентам, потому что автор бестселлера придумала героя с его лицом. Какой из этих проектов нужен ему больше всего? Мое мнение, не самый дорогой и даже не американский. Роль у Джейлана. Потому что после нее зритель физически перестанет искать Серкана в каждом движении. Один авторский фильм иногда делает для репутации больше, чем 3 идеальных мужчины в костюмах. Но остается последний вопрос, тот самый, с которого мы начали. Зачем человеку с таким расписанием остров и удочка? Ответ в финальном блоке, и он связан с тем, чем Кирейм занимается, когда камеры выключены. В начале июля Кирейм поддержал европейскую компанию EuroMelanoma, посвященную профилактике и раннему выявлению рака кожи. Он встретился с дерматологом, профессором Назан Йилмаз, и прошел профилактический осмотр. Скажу спокойно и сразу, участие в осмотре не означает, что у актера что-то обнаружили. Это демонстрация, проверяться нормально. Компания этого года разбирает опасные мифы о солнце, что базовый загар защищает от ожогов, что солнцезащитный крем вреден, что солярий полезен перед отпуском. Дерматологи по всей Европе бьют тревогу из-за таких утверждений в соцсетях, и известное лицо здесь нужно ровно для одного, чтобы люди дослушали специалистов. Летом Кирейм стал и лицом марки солнцезащитных средств в Турции, общественная тема и профессионально логично сошлись в одну линию. И это не разовая акция ради имиджа. Кирейм в свое время стал первым национальным представителем движения He4She в Турции, программы ООН, которая вовлекает мужчин в разговор о равенстве. Для популярного актера это небезопасная территория, грубые комментарии, обвинения в показной правильности гарантированы. Он продолжал ходить на встречи с молодежью, а не ограничился одной фотографией после объявления. Можно спорить, насколько знаменитости меняют общество. Но выбор тем говорит о человеке не меньше, чем выбор ролей. Он использует аудиторию не только тогда, когда нужно продать новый проект. Вот теперь можно ответить на главный вопрос выпуска. Что означает звезда на аллее в Баку? Не доказательство, что каждый его сериал успешен, мы видели, что это не так. Не обещание Голливуда, переговоры могут закончиться ничем. Она – признание общего следа, международной аудитории, культурной узнаваемости и публичной роли, которая стала шире одного персонажа. Кирейм получил эту звезду в 39. Возраст, когда карьера далека от финала, но уже можно оглянуться, низкобюджетная фантастика в Америке, возвращение в Турцию, Сеул, Серкан Балат, собственный сценарий, проекты с разной судьбой, Милан, переговоры со Сталлоне и берег Каспия. И мечта об острове не противоречит этому списку. Она ставит славу на правильное место. Аплодисменты важны, пока не требуют отказаться от себя. Международное имя ценно, пока человек способен представить счастье без камер. Лично мне Кирейм интересен именно этим несоответствием. Он умеет быть частью большой индустрии и постоянно напоминает, что не хочет быть только ее продуктом. Получится ли удержать эту независимость, покажут ближайшие 2 года. Джейлан, волейбольная драма, и, возможно, Голливуд ответит на этот вопрос лучше любых интервью. Звезда в Баку останется на месте независимо от рейтинга следующего сериала. Она фиксирует путь, который уже состоялся, от школьного театра в Техасе до героя, которого знают в десятках стран. Такие символы не гарантируют будущих побед.
Новый фильм может вызвать споры, переговоры, закончиться без контракта. Ничто из этого не отменит уже пройденной дороги. Но самая честная картина будущего прозвучала не на церемонии. Пожилой человек, остров, удочка, тишина. В ней нет отказа от успеха. В ней есть желание однажды самому решить, когда выключить свет. А теперь вам решать. Какая роль сейчас нужна Киреему сильнее всего? Авторское кино у Джейлана, новая большая романтическая история, голливудский дебют у Сталлоне или проект, который он полностью создаст сам? Напишите в комментариях, я читаю их все. И признайтесь честно, глядя на Киреема сегодня, вы все еще видите Серкана Болата или уже человека, который его перерос? Подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Как только по Yours Truly появится официальное решение, мы разберем его первыми.